Еще раз здравствуйте. В студии Вестника Кавказа по-прежнему Гия Саралидзе. Как я обещал в предыдущей части нашей программы, сейчас речь пойдет о инциденте, который случился в матче чемпионата России на стадионе в Грозном. Напомню, что в самом конце игры, когда был удален игрок грозненской команды по громкоговорителю, по громкой связи на стадионе, судью назвали козлом. И, ну, в общем, таким образом оскорбили арбитра матча, после чего разразился скандал, утверждалось, да и сам потом главное действующее лицо этого скандала Кадыров сказал, что это он присутствовал на матче, что это была его эмоциональная реакция, он должен был якобы обратиться к зрителям, но опоздал на матч, и вот микрофон остался в его ложе, где он находился, и вот он таким образом воспользовался. Скандал безусловный, и инцидент очень некрасивый, чего уж там говорить. Хотя то, что последовало за ним, гораздо более интересно лично для меня. Все требовали, большинство нашей футбольной общественности требовало примерно наказать Терек, Грозненский стадион и так далее за вот эту выходку. Очень много поэтому было сказано, написано и так далее. Честно говоря, вот такая жесткая реакция нашей футбольной общественности для меня несколько удивительна. Ну, что касается самого инцидента, то, в общем, ну да, просто воспользовались громкой связью. Но дело в том, что на наших стадионах судей оскорбляют, причем громкогласно, и это хорошо слышно не только на стадионе, но и в телетрансляции. Так что приходится, если рядом дети, заглушать звук телевизора или вообще убирать его. Оскорбляют гораздо жестче. И я бы сказал, с использованием действительно ненормативной лексики. Козел просто краснеет, если услышит то, что кричат нашим судьям. Я уже не говорю о том, что оскорбляют не только судей. Оскорбляют игроков, причем оскорбляют по национальному признаку, по расовой принадлежности. Делают это тоже громкогласно, вопиюще. Иногда это принимает вообще уже такие фантасмагоричные формы, как это было, когда Анжи играл на московском стадионе «Локомотив», когда московские болельщики пришли специально, чтобы поболеть против российской команды, и при этом весь матч оскорбляли как раз и по национальному, и расовому признаку, и так далее. Вы знаете, не возникало никаких вопросов. Не возникало ни у какой нашей футбольной общественности о том, чтобы кого-то дисквалифицировать, кого-то там наказать, по штраф, не штраф. Никакой. То есть, когда на стадионах появляется восхваление Гитлера, или фашистские знаки, или фашистские кричалки, это, в общем, никого не возмущает. Когда вот произошел этот инцидент в Грозном, все встрепенулись и как-то вот очень озаботились тем, что происходит на стадионе, и как так можно оскорблять и назвать козлом замечательного и неподкупного судью. Честно говоря, вот эти двойные стандарты, которые существуют у людей, которые пишут и говорят о футболе, они меня просто выводят из себя, честно говоря. То есть, если речь идет о кавказской команде и кавказском городе, то тут же применяются какие-то другие стандарты. И какие-то другие должны быть правила футбольные. Почему тогда не наказывать питерский «Зенит» за выходки его болельщиков, которые оскорбляют там игроков по национальному, допустим, признаку, или тех же московских болельщиков «Спартака», «Динамо», да и любого практически клуба. На их счету у всех масса такого рода проступков. Я не очень понимаю, честно говоря. Я понимаю вот эту степень противостояния, оно существует, безусловно, и не только в футболе. И это большая проблема нашей страны. Но зачем же ее так обострять, тем более очень достойным людям, мнение которых я уважаю, когда речь идет о футболе и как таковом. Но вот здесь, мне кажется, палку перегнули очень многие. Надо сказать,
что были люди, которые, в общем, трезво оценили, отреагировали на то, что произошло. И примерно те же слова, которые я сейчас произношу, они говорили об этом инциденте, о том, что какого уровня это происшествие и стоит ли столько по этому поводу говорить и столько возмущаться. Но, еще раз подчеркну, что большинство людей отреагировало, на мой взгляд, не очень адекватно. Ну, это мое личное мнение. Ну, собственно, для этого и существует программа, чтобы я свое личное мнение высказывал. У вас есть возможность высказать свое у нас на сайте. Смотрите и слушайте «Вестник Кавказа», читайте его, и будем спорить, высказывать свою точку зрения. Надеюсь, находясь все-таки в поле разумного, что ли. До следующих встреч.